У вас бывает чувство, что за вами наблюдают? Кто, непонятно, и в какой момент это происходит тоже. Вы можете заклеить камеру ноутбука, но все камеры не заклеишь. Бог все видит, как говорят детям. Сотни камер направлены на нас на улице, в подъезде, у подъезда, но мы их уже даже не замечаем. Но стоит попасть в ситуацию, где, например, хочется ударить незнакомого человека, вы несколько раз подумайте, прежде чем нанести удар. Ведь, скорее всего, на вас уже направлена камера. Точно так же чувствовали себя заключенные тюрьмы Пресидио Моделло. Тюрьмы, которую называют идеальной. Вот она. 3 корпуса на 6 тысяч заключенных. Вся фишка в ее строении. По периметру каждого бублика 300 одиночных камер, а в центре башня с маленькими окошечками, похожими на амбразуру. Через них надзиратель мог в любой момент наблюдать за заключенными, но они никогда не знали, в какой именно момент за ними следят. Наблюдателя не видно, а значит, за вами могут пристально наблюдать, а могут и нет. Что вы будете делать, зная это? Правильно, контролировать сами себя. Такая модель, когда не видно наблюдателя, называется паноптикум. Эта гениальная идея заставляет контролировать преступников свои неконтролируемые порывы. И кому такая идея пришла в голову? На этот вопрос я смогу ответить предельно точно. Вот в эту голову Джереми Бентама, мыслителя, который завещал сохранить свое тело в виде чучела. Его светлую голову крали, потом возвращали на место и в конце концов заменили на восковую от греха подальше. Теперь Бентам сидит в университетском коридоре, и вместо одного надзирателя за ним наблюдают тысячи студентов. Он даже посещает заседания наравне с профессором. Человек, придумавший эффективное наблюдение, сам выставлен на всеобщее обозрение. Как экспонат. Какая ирония. Заберите карту. Шутки шутками. Но что, если я скажу, что все современное общество — это, по сути, паноптикум, а мы в нем заключенные? Именно так считал один из главных философов прошлого Мишель Фуко. Мы все находимся в огромном паноптикуме. Спасибо за визит. Камеры с распознаванием лиц, приложения, социальный мониторинг, фитнес-браслеты, социальные сети. Мы все под прицелом 24/7. А скажу больше, все, что вы говорите, делаете и даже думаете, уже известно заранее. И за следующие 20 минут я вам это докажу. А вы в конце напишите свою мысль, даже если это будет просто обалдеть, пацаны. Сейчас вы узнаете, что такое тирания алгоритмов и налог на яйца, чем око Саурона похоже на портрет Сталина, почему вы на самом деле не любите тосты с авокадо, как распознать эмоцию по видео, можно ли наказывать за мысли преступления, что важнее, свобода или безопасность, и главное, кто наблюдает за наблюдателями. А это мой внутренний друг Володя. И ему постоянно снится старая работа, где он продавал мужские трусы. Володя спит не с женщинами, а с телефоном. Сегодня Володя придумал новую дебильную песню. Олеся, Оля! Олеся, Оля! 2 тёлки в поле. У меня... Работа работой, а завтрак по расписанию. Макаронина упала в чай. Ну и чё? И есть еще, как говорится, похер в похеровницах. Работа Володи — искать работу. Но вот проблема. Володя думает, что погода женского рода, и поэтому ему с ней не везет. Но Володя поймал удачу за хвост. Он решил освоить фриланс, сидеть дома и заниматься веб-разработкой самостоятельно. Володя запилил сайт про авиацию. Давайте посмотрим, что получилось у Володи. Смотрите, сколько кнопок, а? Реально как в старом бомбардировщике. Эти картинки и гифки могут нанести вам серьезные увечья. Это настолько плохо, что даже хорошо. И это в 2020 году. Горбатова могилы исправят, а Володю исправят Geekbrains. Ведь тут учат всему с нуля. Вы
запилите красивую обложку интернет-магазина, прикрутите к нему платежку и научитесь собирать бигдату. Бонусом подтянут английский и подготовят к собеседованию. Дипломный проект — крутой сайт-приложение, за которое нам с Володей точно не будет стыдно. Ну а в конце на руках у вас будет диплом о профессиональной переподготовке, сертификат и 1,5 года реального опыта. Но главное, вы сможете смотреть в зеркало и сказать: «Я веб-разработчик». И это будет звучать убедительно. Володя уже учится за полцены. Он перешел по ссылке в описании, ввел промокод и получил скидку 45%. Это почти половина на весь курс. Каждый семестр Володя получает знания, а значит и власть. Теперь работа Володю находит сама. Как обуздать своего Володю? Узнайте по ссылке в описании. Вводите тот же самый промокод и платите в 2 раза меньше. А мы продолжим выпуск. Йоп, Ян, у меня вопрос. Вот вы, лично вы, соблюдали карантин? Вот мы с командой изолировались в доме, чтобы в безопасности делать для вас контент. А вот судя по карте самоизоляции Яндекса, не все были такими паиньками, как мы. Карта видит каждого гуляющего и вышедшего из дома человека со смартфоном и рассказывает поведение толпы и место, куда все двигаются. То есть на деле алгоритм для благих целей может работать так. Алло, в парке Сокольники очень много людей, не держат дистанцию, перекройте вход или усильте охрану. Но и вы дважды подумайте, прежде чем выйти, если индекс самоизоляции 2 балла, то есть людей на улице столько, как обычным летним днем. А вот еще. В России, если тест на коронавирус оказался положительным, тебе приходит ссылка на приложение «Социальный мониторинг». Оно от 3 до 7 раз в день чекает геолокацию и просит сделать селфи, чтобы убедиться, что ты не оставил телефон дома. В Индии просто всех били палками или надевали на полицейских костюмы вируса и продолжали бить палками. Но одно точно, будущее в Азию приходит неравномерно. Посмотрите на Китай. Если ты вышел на улицу без маски, к тебе подлетает дрон и голосом какой-нибудь местной знаменитости скажет: тебе не следует выходить без маски, возвращайся домой и мой руки, дрон видит тебя. А вот крышеснос, который лично меня не оставил равнодушным, это поддельные китайские голуби. Точнее, дроны с крыльями и камерой. Они могут наблюдать за вами и собирать о вас данные. Посмотрите, как этот дрон замечательно сочетается с природой. Попробуйте отличить от настоящей. Если раньше любой прохожий мог оказаться копом в штатском, то теперь любой голубь может оказаться копом в штатском. Хорошо, хоть в Сингапуре не скрывают, что их улицы патрулируют роботы из Boston Dynamics. Они следят, чтобы люди не подходили друг к другу слишком близко. Очень хорошо. Я не просто так рассказывал вам эти события. А вот теперь вопрос. Что общего между этими историями? Как вы думаете? А то, что власть, государство частенько смотрят на человека как на тело. И это тело принадлежит ей. Да, это называется биополитика. Звучит как биомасса или биоматериал, да. И неспроста государство в лице врача лучше вас самих знает, где вам остаться: дома, в обсерваторе или в больнице. Только, пожалуйста, не сопротивляйтесь, это ради вашей же безопасности. Не удалось спасти тело? Что ж, закрытый гроб и никаких родственников на похоронах. В Индии просто тела скидывали в яму. Власти так решили. Кое-кто даже предлагал забирать кровь у тех, кто переболел и выздоровел. Мол, государство привело ваше тело в порядок, теперь ваше тело должно задонатить ему кровь. Да, понимаю, звучит дико. Каждый из нас вправе сам решать, что ему делать со своим телом. Артемий Лебедев красит волосы в синий. Я делаю дырки в ушах или глупые татуировки на спине. Это мое дело. Каждый решает сам, что он хочет видеть на спине. На теле. Но что насчет прививок? Прививки. Это ведь хорошо. Но как убедить в этом людей? В Америке 50-х публично привился главный инфлюенсер эпохи — Элвис Пресли. И даже устроили специальные закрытые вечеринки только для вакцинированных. Прививка как пропуск. И это не за горами. Представьте мутабор и фейс-контрольщик, который спрашивает вас: а прививка от коронавируса есть? Где справка? Нет справки? Нет рейва? Все, бегом делать прививку. Так говорит биополитика. Вам еще детей рожать. Родил много новых членов общества? Молодец. Вот тебе новая квартира. Рожаешь мало? Плати налог на бездетность. Я не шучу. Такой налог и правда был в СССР. Платили его в основном мужчины, поэтому назывался налогом на яйца. Да, а вы думали, что ваши яйца вам принадлежат?
как бы не так. Вообще-то они там для одной очень важной функции. Но главное преступление – это не отрезать яйца, а сделать аборт. Да, ваше тело – ваше дело. Ну-ну. Смотрите, аборт до сих пор запрещен в половине стран мира. Тысячи людей в этих странах борются за право сами распоряжаться своим телом. А у нас, в России, аборт делается за счет государства. Но здесь ситуация обратная. Тысячи людей у нас требуют установить контроль над женским телом. Смотрите, какой пронзительный плакат. «Защити меня сегодня, и я смогу защитить тебя завтра». Есть также версия с морячком. Здесь вам прямо говорят: рожай, солдат, нам нужно больше солдат. Где поставите запятую, там решите. Все это биополитика. Государству важно контролировать ваше тело, здоровье, способность родить и отслужить. Родил, отслужил, теперь марш на работу, поднимать экономику. А мы здесь за тобой будем приглядывать. И вот тут в дело вступает паноптикум. Камеры расставлены везде, особенно там, где людей много. В офисах, парках, трассах, городах и даже в космосе, чтобы наблюдать за городами и планетой в целом. Как раз из космоса видно, что мы стадные и собираемся в большие тусовки. Так нам легче выжить. В Москве, если вы собираетесь в большую тусовку, это могут расценить как митинг, но его могут разрешить только на соответствующей территории, где установлены камеры с распознаванием лиц. Да, чтобы сразу чекать наиболее активных, а потом прийти к ним домой, ну и сами знаете, что дальше. Но механизмы паноптикума используют не только государство. Паноптикум используют даже частные компании. Вот пиццерия Додо Пицца. В каждой из них развешаны камеры, иногда по 20-30 штук. На сайте Додо Пицца вы можете рассматривать каждого повара и даже прочитать, какие пиццы сейчас в печи. То есть вы становитесь надзирателями, а работники пиццерии – заключенными паноптикума. Вы можете за ними следить, а можете оставить в покое. Повара не знают, в какой именно момент вы будете за ними наблюдать, поэтому стараются всегда. Москва – одна большая Додо Пицца. Самая лучшая система распознавания лиц находится не в Китае, а здесь. Властям помогали ребята из N-Touch Lab, которые когда-то создали приложение Find Face, позволяющее по фото найти любого человека ВКонтакте. 100 тысяч камер. Я не шучу, реально, 100 тысяч камер следят за вами у подъезда, на улице, а теперь еще и в метро. Слышали новость? 1500 вагонов оборудуют камеры с распознаванием лиц. По 8 штук на вагон. Камеры висят на улицах гроздями, как спелый виноград, а по городу ездят специальные машины наблюдения, чтобы просматривать каждую точку. Скоро даже вот такой вот грим не помешает системе узнать вас в лицо. Но камера видит вас только снаружи. Гораздо интересней, а что внутри? Почему, по-вашему, государство так сильно хочет получить доступ к личной переписке и блокирует все сервисы, которые их не раскрывают? Нет, не потому, что деньги уходят в другие компании, в другие страны. Не потому, что нужно обезвреживать преступников раньше времени. И даже не потому, что американцы. Нет. Потому что государство боится потерять знания, а значит и власть. Но многие государства уже проигрывают эту гонку. Кому? Тому, кто день и ночь проводит вместе с вами. Тому, кто знает не только то, что вы там купили на прошлой неделе, но и когда у вас был секс. Было сегодня ночью или вчера. Это огромные компании, такие как Google и Apple. Я серьезно, люди занимаются сексом в смарт-часах, и оргазм видно по их пульсу. Google знает о вас больше, чем ваш партнер, больше, чем ваш личный врач и даже больше вас самих. Ему известно, когда и во сколько вы слушаете музыку, едете в транспорте, какие ищете лекарства от простуды, где гуляете, покупаете кофе или вызываете такси, куда двигаетесь по миру и какие товары вам нужны. Итак, у миллиардов человек. Представляете, какая это власть? Представьте, вы имеете доступ к информации, куда идут эти миллионы людей, где они тусуются, что хотят, да, что покупали, что будут покупать, что хотят этим летом, какие запросы их интересуют. Те, кто имеет эту информацию, имеют и власть, деньги. Очень много всего сразу раскрывается с такой информацией. А теперь представьте, пока вы смотрели этот выпуск, кто-то фиксировал ваш пульс, температуру, артериальное давление и дыхание. Этих знаний ему достаточно, чтобы понять, что заставляет вас смеяться, плакать или злиться. Это переход на качественно новый уровень. На уровень биометрической слежки. И такие нейросети уже существуют. Они могут следить за вами, пока вы едете в машине, смотрите кино в кинотеатре или стендап дома.
и понимать, что вам показалось смешным, а что нет. Если корпорации и государство получат доступ к нашим чувствам, то, скорее всего, они смогут продавать нам все, что захотят. От новых гаджетов до политических программ. Представьте Северную Корею в 2030 году, где вы носите биометрический браслет 24 часа в сутки. И если вы слушаете речь великого вождя, и браслет улавливает признаки гнева, вас просто казнят из миномета. Да, как бывшего замминистра обороны Ким Чхоля. И дело не в замесе в Северной Корее, а в самой природе власти. Понимаете, когда у вас в руках молоток, все становится похожим на гвозди. Когда у вас в руках власть, все выглядит как предложение вмешаться. Еще несколько лет, и программы лучше нас самих будут знать, что мы чувствуем, думаем и что собираемся сделать. И на смену человеческой диктатуры придет тирания алгоритмов. Смотрите, как одна собака пасет сотни овец. Точно так же в обществе тотальной слежки один человек или алгоритм сознанием может контролировать сотни граждан. Но самое крутое, что в обществе паноптикума не обязательно иметь пастушью собаку. Достаточно создать ощущение у людей, что их пасут. За примером далеко ходить не надо. Вы удивитесь, но в Москве половина радаров скорости — это муляжи. Их не отличить от настоящих. Они даже в навигаторе отмечаются как камеры. Периодически муляжи и настоящие камеры меняются местами, и водители не знают, в какой именно момент за ними наблюдают, поэтому снижают скорость. На всякий случай. Помните око Саурона, которое видело хоббитов, где бы они ни находились? Тот же эффект использовали в СССР, когда развешивали портреты Сталина во все кабинеты. Вождь как бы следил за товарищами с портрета, а те боялись перед ним опозориться. Вспомните, как детям говорят: «Бог видит все, эй, ты там». Дети воспринимают эту инфу буквально, мол, сидит властный мужик и наблюдает за ними. Благодаря этому они послушно ведут себя даже без присмотра родителей. Дети вырастают, а установка остается. Доказано, что даже надписи «Улыбайтесь, вас снимает скрытая камера» достаточно, чтобы дисциплинировать людей. А вот теперь посмотрите на эту собаку. Эта бойцовская собака послушно выполняет команды. Хотя она вполне может откусить дрессировщику лицо, но она никогда этого не сделает. В ее мозге есть четкая граница, переступать через которую нельзя. Она называется дисциплина. И вот ее использует нормализующая власть. То есть, если репрессивная власть заставляет нас делать то, что мы не хотим, то нормализующая заставляет делать так, что мы хотим делать то, что нужно капитализму, что нужно обществу. Мальчики не плачут, они выясняют отношения в драках. Вырастая, они неистово пашут, зарабатывая больше женщин, поднимаются по карьерной лестнице, любят поржать и так мечтают наброситься на какую-нибудь красотку, что аж прям иногда и набрасываются. Ну а девушки должны носить каблуки, да, и есть салаты, вызывающе краситься, но при этом выглядеть естественно, смеяться над шутками мужчин, но в остальное время помалкивать, брать фамилию мужа и, конечно же, рожать ему детей. Почему? Никто не принуждает, нет такого закона. Просто так принято, просто это норма. Точно так же власть решает, кому нормально заниматься сексом, а кому нет. Кому усыновлять детей, а кому отказать. Кто выглядит респектабельно, а кто чертов фрик, которому не видать работы в банке. В обществе норм мы становимся надзирателями над самими собой. Мы сами выкладываем всю свою жизнь в Инстаграм, создаем таким образом новые нормы. И как кучка шимпанзе под кофеином строчим хейтерские комменты тем, кто посмел эти нормы нарушить. Вы даже представить себе не можете, насколько сильным может быть давление общества. Посмотрите этот эксперимент. Всех детей уговорили сказать, что пирамидки белые. Олежка, посмотри внимательно. Какого цвета пирамидки? Обе белого. Обе белого. Оленька. Обе белого. Кроме этой девочки, она не знала, что все сговорились. И ей дали решить самой, белая или черная пирамидка. Леночка, какого цвета пирамидки? Обе белого. Эта девочка видит, что пирамидки разные, но выдает общий ответ. А почему же ты сказала, что она белая? Почему? Не знаю. Не знаешь? Такое происходит не только с детьми. Вот, пожалуйста, давление общества сломало взрослого человека. Посмотрите, какого цвета пирамидки. Ваше мнение? Обе белые. 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 Конечно, обе белые. Белые. Обе белые. А если серьезно? Обе белые. Убеждены. Я убежден.
Спасибо большое. Люди – стайные существа, и от согласия внутри общества раньше зависело выживание. Все с крыши прыгнут, и ты прыгнешь, спрашивали родители. Да, но они не знали одного – большинство прыгнули бы. Думаете, наше поколение другое? Если одна группа общества делает что-то, другие начинают за ней повторять. Перейдите в Инстаграме по тегу breakfast. Там одно и то же. Авокадо, яйца, каши, ягоды и панкейки. А вот хэштег flat white. Один и тот же рисунок молочной пеной. А вот craft beer. Фотографии банки с кружкой. Но самые яркие и сочные проявления стадного чувства сейчас – это тренды ТикТока. Бесконечные челленджи одного и того же не прекращаются, только набирают обороты. Если одному из 10 не нравится ТикТок, чуть позже он скачает и зависнет, а еще чуть позже сам начнет снимать ТикТоки, танцевать и выполнять челленджи. Но как? Как весь мир стал повторять одно и то же? Стал повторять то, что всех так бесило. Одни и те же челленджи, просто год за годом, ничего не меняется. А все потому, что пирамидки обе белые. Вот почему. Понятно, да? Непонятно. Причем здесь наблюдение вообще. Мы начали выпуск с камер, которые наблюдают за нами и пасут нас как заключенных, и заканчиваем ТикТоком. Причем здесь все это? А вот сейчас станет ясно. Власть – это асимметрия знаний. Когда один знает больше другого, он над ним властвует. Врач знает о вашем теле больше вас, поэтому контролирует ваше тело. Государство видит ваше лицо и контролирует перемещение по городу. А такие корпорации, как Google, Apple и TikTok, знают ваши предпочтения и тренды, поэтому могут продавать вам рекламу с любыми идеями, вплоть до политических. Дайте только информацию о вас, и мы с радостью ей делимся. Давление общества заставляет нас сидеть в популярных приложениях, например, в ТикТоке. А он собирает о вас очень глубокие данные. Каждые 30 секунд TikTok чекает вашу геолокацию, список установленных приложений, СМС, контакты и истории звонков. И все это отправляет на 70 разных серверов, 30% из которых китайские. По этой причине TikTok запретили в Индии, скоро запретят и в Америке. По тем же причинам Россия требует от иностранных приложений выдавать данные и хранить их на территории страны. Властям важно знать о вас больше, как внутри, так и снаружи. Ведь знание — это власть, а значит контроль. Когда старина Джереми придумал свою идеальную тюрьму, он не предполагал, к чему это приведет. Он хотел лишь перевоспитать преступников, но случайно описал идеальный механизм власти. Спустя 200 лет интернет довел до ума его идею для наблюдения не только снаружи, но и контроля внутри. Но знаете, у нас есть еще время. Есть один способ вернуть власть себе. Нужно ответить всего лишь на один вопрос, правда, который задавали еще древние римляне. Quis custodiet ipsis custodes, то есть в переводе с латинского «кто наблюдает за самими наблюдателями». В этой формуле и кроется ответ. Нужно устранить асимметрию знаний. Во-первых, самому стать открытым. Как Хасан Эллахи, он попал под прицел ФБР, и за ним стали следить. В ответ он создал сайт, на котором сам показывал свое местоположение, фото еды из самолетов, номера рейсов и даже фото туалетов, которыми он пользовался. Зачем? Чтобы лишить ФБР монополии на знания о нем, а значит и власти. Теперь у каждого, кто зайдет на сайт, столько же власти, сколько у агента ФБР. Надо быть открытым, как Додо Пицца, который позволяет подсматривать не только за работниками, но и за топ-менеджерами. Они публикуют все финансы в открытом доступе. Вот их продажи, вот время доставки пиц. О своей бизнес-модели они даже пишут книги. Им нечего скрывать, понимаете? Быть открытым очень удобно. Представьте недалекое будущее. Магазин узнает вас в лицо. Он помнит ваши предпочтения и предложит вам любимый сок и чипсы. Вам не придется даже контактировать с человеком. На выходе из магазина деньги просто снимаются с карты. И это не фантастика. Такая азбука вкуса уже работает в московском Сити. Воровать просто нет смысла. Это как в деревне. Если что-то кто-то украл, все знают, что это Федька пьяница, и все знают, где он живет. По сути, это та же самая система социального кредита, как в Китае. Сейчас весь мир превращается в глобальную деревню, когда корпорации и государства будут знать вас в лицо. Когда ты открыт, слежка играет тебе на руку. В Лос-Анджелесе, как только полицейский достает оружие из кобуры, тут же включается камера в его очках и записывает все происходящее. Будет ли он после этого злоупотреблять полномочиями и делать удушающий? Сомневаюсь. Ну а в будущем
Когда полиция станет прогностической, преступления будут раскрываться еще до того, как их совершили. Представьте, каждое воровство велосипеда, каждое разбитое окно отмечается в приложении. Город делится на опасные и безопасные зоны. И в опасные выезжает полиция, предотвращая преступления, еще до того, как они свершились. И никаких тебе больше ограблений в стиле Бонни и Клайда. После того, как мы сами станем прозрачными, мы должны заставить стать прозрачными и власть. Они вешают камеры на наши дома, мы повесим камеры в бане и стриптиз-клубы, в места, где они совершают коррупционные сделки. Сейчас весь мир стремится к открытости. На сайте госзакупок все видно. И вы знаете людей, которые делают из этого разоблачение. Общество глобальной слежки сменится обществом всеобщего доверия. Весь мир будет как одна большая деревня. И если вы не торгуете наркотиками, не скрываете налоги в крупных размерах, не берете взятки, то чего вам бояться? Чего вам стесняться? Нечего. И теперь самое время задать вам вопрос. Ну что, свобода или безопасность? На самом деле, неважно. Этот выбор уже давно не стоит. Технологического джина уже выпустили, и обратно он не вернется. Это новая реальность, в которой мы живем. Вам она может не нравиться, как и мне, но наблюдение уже никто не отменит. Камер будет становиться только больше. И они будут следить за вами 24/7. И уж точно никто никогда их не отменит. Так же, как никто не отменил рамки после 9.11. Коронавирус стал еще одним событием, изменившим историю. И я не про маски и санитайзеры, которые стали нормой. Я про социальный мониторинг, про индекс самоизоляции и прочие инструменты паноптикума, которые прокачались во время самоизоляции. Каждый кризис дает истории очередной пинок под зад, еще сильнее приближая будущее. Будущее, в котором мы и государство должны стать прозрачными, а вместе с этим честными и не совершающими преступлений. Не потому что мы боимся, а потому что мы так хотим, потому что это правильно, потому что это стало нормой. Теперь, когда я рассказал о механизмах паноптикума, управляющих вами, каждый из вас получил знания, а значит, теперь у вас есть и власть. Добро пожаловать в дивный и прозрачный мир. И даже здесь прокачивай свои мозги. Пока.